Кармические уроки судьбы. Открываем новую серию, именуемую «Развитие души». К слову, Бог человек привык относиться как-то отстраненно, что отдаляет его от истинного понимания реальности. Надо помнить, что Бог – это высокоразвитая личность, аналогичная нам, но ушедшая эволюционно в развитии на триллионы и более лет вперед. Точнее, эта разница теряется в человеческих исчислениях. Если низкому человеку сказать, что Бог может камень, животное превратить в человека, для невежи это покажется чудом, волшебством. Но для интеллектуала это уже не чудо, если он сможет понять те процессы, которые низшие превращают в высшие. Это физика, математика, химия, биология и прочие науки, которые создают реакции, процессы, дающие заданный разумом итог. Поэтому если итогом сделать человека и нужным эволюционным процессом задавать через формулы требуемое направление движения, а это и есть развитие, то в итоге может получиться человек. И это будет уже не чудо, а наука. Человек считает чудом те превращения, которые происходят мгновенно. Но чудом являются и те трансформации из одной формы в другую, на которые требуются длительные периоды времени. Поэтому ему нужно. Он много знает, и знания помогают ему творить чудеса. Наша серия раскрывает секреты тонких процессов, которые формируют матрицу души, превращая птицу в животное, растение в птицу, животное – человека и отрицательного индивида – положительного. Это магия постепенного совершенствования души от простейших до Бога. В данной серии «Развитие души» мы знакомим читателя с новой точкой зрения на старые вещи и тем самым вводим новые понятия в то, что существовало давно, но осмысливалось человеком с позиции представителя пятой расы. Новая информация, полученная от высшего разума, позволяет смотреть на прежний мир глубже и с позиций более высокого уровня развития человека. Мы становимся мудрее, поэтому нам открываются новые грани старых вещей. Мы видим, что новые знания позволяют четырехгранник превратить в многогранник, поэтому к старым знаниям о предметах мы добавляем новые, почерпнутые из нашей первичной серии «За гранью непознанного». Это делает их интереснее и богаче по своему внутреннему содержанию. Мы видим, что любая тайна открывает лишь небольшую часть непознанного на определенный период времени. А проходит этот период, и новое время открывает следующую его тайну. И так до бесконечности. Ибо путь познания бесконечен, в чем мы теперь убеждаемся сами. Предисловие. О карме мы писали во многих наших книгах серии «За гранью непознанного». Эта тема волнует каждого человека, думающего о своем будущем и желающего сделать его светлым, чистым, прекрасным. Человек задумывается о последствиях своих поступков, так как понимает, что они влияют на его настоящую жизнь и последующие воплощения. Кому хочется получать удары судьбы или попасть в лапы злого рока? Всем нам хочется жить, уж если не богато, то хотя бы спокойно и счастливо. Но никто не знает, как этого сделать. Советчиков много. Советуют сейчас, как избавиться от родового проклятия, как заработать много денег, как открыть бизнес и построить собственный дом. Но никто при этом не знает, что происходит с душой человека и каковы будут последствия его действий в направлении улучшения его судьбы. Возможно, после этих советов человек попадет в подчинение отрицательного иерарха и навсегда превратится в его раба. Или после непродолжительного периода счастья последует тяжелая расплата. И это может произойти только потому, что читатель не знает действия закона причинно-следственной связи, то есть закона кармы.
Незнание ее действия порождает сложную судьбу в последующем воплощении, попадание во власть злого рока. Все это вынуждает нас вновь заняться исследованием кармы и механизма ее действия. К данной теме нам пришлось обратиться благодаря многочисленным письмам читателей, которые обращаются с просьбами пояснить те либо иные моменты своей жизни или жизни своих родных. Некоторые признаются, что недопонимают механизма кармы, и он им кажется несправедливым, потому что человек грешит в данной жизни, а наказание приходит в следующей, когда человек не помнит, за что его наказывают. В связи с множеством назревших вопросов постараемся вновь изучить данную закономерность развития. Глава 1. Карма. Вспомним, что такое карма по-старому. Карма – это механизм воздаяния за прошлые грехи человека. Это возмездие, наказание за прошлые поступки, мысли, слова. Но в этом перечне надо сделать разграничение. Для низких людей карма несет возмездие и наказание. Для средних – в основном расплату за ошибки. Для высоких людей карма несет воздаяние за хорошие поступки, как какое-то поощрение, интересную судьбу. Обратимся к типам кармы, с которыми соприкасается каждый человек. Существует два основных типа. 1А – карма бытовая. 1Б – карма родовая, разновидность бытовой кармы. Вторая карма – социальная или общественная. Карма бытовая. Самая понятная для всех – это карма бытовая. Изначально высшими учителями запланировано, что человек должен жить семьей, иметь потомство, которое он обязан обеспечивать материально и воспитывать. Пара в лице мужа и жены обязана хранить верность друг другу и всячески помогать друг другу в трудные минуты жизни. В случае болезни или если один из супругов становится калекой, недееспособным, то второй супруг обязан его содержать до конца жизни. Таковы Божьи заповеди, и о них напоминает всегда священник при венчании пары. Когда же пара регистрируется через государственные органы, то хотя подобные заповеди не напоминаются, но они продолжают действовать негласно в любом цивилизованном обществе, живущем по божественным законам. Общество всегда поддерживает высокую мораль и нравственность. Без них приходит полное разложение социальных слоев, деградация населения и затем его гибель. А то, что отдельные общественные инстанции, власти которых приходят недобропорядочные люди и служители отрицательного иерарха, начинают выдвигать другие цели, например, что человеку важнее быть самым счастливым, чем выполнять свой долг перед другими, то это не является новым веянием времени, а является провокацией отрицательного иерарха. Ставя перед личностью якобы новые цели, он стремится к тому, чтобы человек наделал как можно больше ошибок, а следовательно, наработал себе в данной жизни большую карму, которую затем будет отрабатывать в последующем. Но зарабатывая карму, человек зарабатывает минусы, и чем больше он их наберет, тем труднее ему будет в дальнейшем с ними справиться. Никакая карма не сможет переработать отрицательные качества в положительные, если они, отрицательные качества, достигнут автоматизма действия, то есть вершины своего совершенства. Это поправимо только на ранних стадиях развития души. Но когда она воплотится 10 раз на Земле, то преобладание отрицательных накоплений в матрице над положительными становится чревато для индивида необратимыми последствиями. В этом случае такого человека передают в отрицательную иерархию, откуда обратного хода для него не будет. Всегда имеются нормативные показатели, превышение которых влечет необратимые для души процессы. Поэтому важно человека вовремя остановить от нежелательных действий. Подчеркнем еще раз. Цель кармы – переработать минусы в плюсы и вернуть человека на путь, ведущий к Богу.
Бытовое течение жизни человека построено из высших норм поведения и низших. Высшие нормы – это стиль поведения, который душа должна приобрести в ходе развития в форме человека, в течение положенного этапа развития, после которого душа должна перейти на следующий уровень совершенствования. Низшие нормы – это стиль поведения души на начальной стадии развития в форме человека. Такие нормы учат душу быть человеком, вести себя как человек, думать как человек, но при этом допускают совершение человеком ошибок неправильного поведения. А неправильное поведение – это поведение, не соответствующее высшим нормам и, следовательно, допускающее карму, которая призвана формировать из низшего высшее. Например, почему сейчас так мало счастливых семей? Потому что люди забыли заповеди Бога и в погоне за мнимым счастьем зарабатывают себе сейчас такую карму, которую сложно будет отработать и в 3 воплощениях. Приведем интересный факт. Журналисты провели опрос среди прохожих, могут ли они назвать Божьи заповеди. И люди не смогли назвать больше 2 из них, таких как «не убей» и «не укради», хотя названные заповеди главными не являются. Поэтому считаем необходимым привести полный перечень всех 10 божественных заповедей. Первое. Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Второе. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Третье. Не убивай. Четвертое. Не прелюбодействуй. Пятое. Не кради. Шестое. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Седьмое. Почитай отца твоего и мать твою. Восьмое. Не делай себе кумира, не поклоняйся им и не служи им. Девятое. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Десятое. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Люди знают об их существовании, но не помнят конкретно, о чем в них говорится. А это приводит к тому, что они действуют и живут не по заповедям, а по своему разумению. Жены не хотят терпеть выходки мужей, мужья – жен. Супруги не хотят прислушаться к требованиям друг друга. Каждый желает подмять другого под себя, сделать его послушным исполнителем своих прихотей, желаний, потребностей. Возникающие разногласия решают ссорой, дракой, хотя они с момента построения семьи должны разделить свои обязанности, и каждый обязан выполнять их четко, без чьих-то напоминаний. У каждого в семье должна быть своя линия поведения. Может быть и так, что один берется зарабатывать деньги, так как это у него лучше получается, а другой тогда берет на себя все домашние дела и воспитание детей. Вот эти разграничения обязанностей должны быть добровольными и взаимовыгодными. То есть в таком случае каждый совершенствуется по своему выбору в том качестве, которое ему наиболее приятно для души. Одному супругу нравится создавать домашний уют, воспитывать детей, готовить вкусные обеды, а другому нравится завязывать деловые отношения с социумом, налаживать производство и так далее. Он развивается в других качествах. Это мы рассказали о варианте нормальных отношений в семье, когда карма не появляется. Каждый из супругов добросовестно ведет свою часть и поддерживает семью по мере своих физических и умственных способностей. Надо сказать, что и конфликтные ситуации такая семья решает мирно и быстро. Дальше такой паре в следующей жизни будут даваться такие же хорошие партнеры, чтобы шло закрепление новых качеств до перехода их в устойчивое состояние. Человек воспитывается в качествах хорошего семьянина, умеющего держать в своем подчинении маленькое общество, семью.
умеющего обеспечивать его существование и развитие. Это важные качества, нарабатываемые душой для того, он через свои заповеди и моральные нормы учит людей нарабатывать те качества души, которые помогут им в будущем управлять аналогичными иерархиями и различными сообществами высших сутей. Таким образом, мы узнали высшую цель семьи. Но чтобы нарабатывать с помощью семьи качества, нужные Богу, человек должен неукоснительно подчиняться множеству норм и правил поведения, которые хорошо известны нам. Это любить друг друга, помогать один другому, не изменять, заботиться о благополучии и здоровье всех членов семьи, обучать их. Старшие должны помогать младшим, молодые должны заботиться о стариках. Каждый обязан уважать интересы другого и считаться с его пожеланиями. Никто не имеет права наносить вред здоровью или душевную боль другому. Любое из нарушений этих простых бытовых истин приводит к наработке кармы человеком. Разберем неблагополучную семью. Если один из родителей необоснованно наказывает за каждую провинность детей, то сам он превращается в домашнего деспота. В матрице у него накапливаются отрицательные качества. А это значит, что у него появляется возможность на себе испытать все то зло, что он нанес когда-то в прошлой жизни своим детям, и задуматься, стоит ли кого-то воспитывать такими кардинальными мерами, или стоит найти другие, более лояльные методы воспитания. Разговор по душам, нравоучение с примерами последствий непослушания и так далее. Ребенка можно оставить в качестве наказания без какого-либо удовольствия. Не разрешить ходить к другу, пока не исправится, отказать в посещении футбола, кино, того, что он любит, лишить его на время сладостей и так далее. Это будут уже наказания цивилизованного человека, за которые он не приобретет карму. Родитель для наказания в таком случае может быть специально выбран из числа душ, развивающихся в отрицательном направлении. То есть это будет человек, уже перешедший под власть отрицательного иерарха. Такой индивид развивается в отрицательном направлении, и суровое или даже жестокое обращение с детьми для него является естественным. И тогда ребенок, душа личности человека, развивающегося положительно, находится в притеснении отрицательного родителя и отрабатывает все те неправомерные действия, которые сам совершил по отношению к своему ребенку в прошлом воплощении. То есть отработка кармы может идти как через положительного родителя, так и через отрицательного. В последнем случае, когда родитель дается положительный, то данную душу родителя учат свыше направлять нерадивого ребенка на путь истинный и не мириться с его проделками, хулиганством, плохой учебой и прочими недостатками. Положительный родитель тоже должен научиться, используя правильные методы воспитания, направлять свое дитя на истинный путь развития и не давать ему поблажек, которые только затягивают путь его прогрессивного развития. В наказании первый учится одному, а второй – другому. Родитель учится воспитывать, а ребенок учится послушанию и правильному поведению, осваивает начальные моральные нормы. Это пример, когда оба они, отец и сын, идут по положительному пути. Когда же родитель отрицательный, а ребенок положительный, то родитель через жестокое обращение с сыном или дочерью продолжает развиваться в отрицательном направлении и никакой кармы не нарабатывает, о чем мы напомним ниже. А дети зато на основе сурового воспитания приобретают много положительных качеств. Например, учатся дисциплинированности, послушанию, приобретают музыкальные или другие способности, учатся лучше в школе и так далее. Так что в ситуации воспитания детей каждая душа нарабатывает свои качества, одновременно при этом отрабатывая карму. Для отработки кармы
строят специальные ситуации определенных зависимостей между будущими людьми, реализующими эти события, и подбирают соответствующие души. Все они объединяются общей программой, которая стыкует их в различных ситуациях. Рассмотрим другой пример, взятый из жизни. Муж и жена живут нормально 15 лет, но как только в обществе появилась свобода, муж начал деградировать. Ему было дано все, чтобы при любых невзгодах чувствовать себя комфортно. Это красивая жена, умная, веселая. На празднике стол богатый накроет, одна десятки блюд приготовит, гостей и мужа накормит, сама сыграет на пианино и споет. Одним словом, золотая жена, лучше и быть не может. Но муж как-то перестал это ценить. Пьяные компании на работе стали ему нравиться больше. Сначала он приходил просто пьяным по праздникам, затем и в будни, а потом стал пропадать на всю ночь. Напивался так, что не мог дойти до дома и валялся где-нибудь под забором. Жена долго боролась за него, но все напрасно. Видя, что он ничего не ценит, она отправила его на перевоспитание к матери. Но он и там продолжил пить. А так как его теперь ругали меньше, то ему эта свобода, уничтожая его как личность, понравилась, и он не вернулся домой, а продолжил пить. Жена одна подняла 2 детей, но так как средств еле хватало на существование, они были вынуждены отказаться от учебы в высших учебных учреждениях и пойти работать. То есть деградация отца повлияла и на развитие детей. Они пошли по низшему пути развития. Мать тоже перестала музицировать, так как находилась в депрессии, она потеряла интерес к жизни. А если бы отец оставался в семье и работал нормально, бросив пить, нашлись бы средства детям на учебу, и вся семья поднялась бы на уровень в развитии выше, так как учеба детей подтягивала бы и родителей, мобилизовала бы их интеллектуальную деятельность, так как они постарались бы соответствовать интеллекту детей. Это пример, как поведение одного родителя привело в деградацию всю семью. Какая карма ждет такого отца? В следующей жизни его могут сделать увечным, дадут страшную или злую жену. Раз не сумел оценить хорошее, будет под этим игом злой и страшной супруги, которая не станет петь ему песни, а будет постоянно ругать его. Высшие смогут поставить его в такое зависимое материальное положение от нее, что в силу своей увечности он не сможет уйти от нее, и ему придется терпеть все ее выходки и постоянную брань. Высшие не любят, когда они дают человеку благо, а он, быстро зажирев, начинает пренебрегать им. За это всегда следует суровое наказание. Но, конечно, карма у любого человека индивидуальна, и по одному примеру трудно судить, каким будет наказание тому либо другому человеку, но оно обязательно будет. И если у кого-то в настоящем не ладится семейная жизнь, то причины этого следует искать в прошлом человека. К бытовой карме относятся действия, связанные с изменой супругов, притеснением одного другим, отказом заботиться о болящем или искалеченном, отказом от ухода за престарелыми родителями. Это все вызывает тяжелую судьбу, множество несчастий в последующих воплощениях. Карма строится сюжетно так. То зло, которое породил человек, он должен испытать на себе, пропустить через свои чувства и осознание, чтобы понять, хорошо это или плохо. Карма воспитывает в человеке сочувствие к другим, сострадание, сознательность, самокритичность и прочее. Например, явной становится карма супругов, бросающих свою вторую половину. Бог призывает жить пару вместе до конца их жизни, в какое бы тяжелое физическое состояние они ни попали. То есть человек не имеет права бросать больного, искалеченного супруга и должен заботиться о нем также до конца его или своих дней. Бросает ли человек здорового или больного, немощного, он зарабатывает карму и в следующей жизни сам будет поставлен в такое положение, когда его, больного и немощного, бросит кто-то другой.
и он испытает страдания и немыслимые тяготы жизни беспомощного человека, брошенного на произвол судьбы. К карме приводит человека неправильная постановка целей. Недавно, например, на киноэкранах шел фильм, в котором показали, как женщина боролась за свое счастье. Главная героиня имела дочь и вполне нормального мужа, который якобы не подходил ей по интересам. Как обычно, она встретила другого человека и увлеклась им. Вполне банальная и общераспространенная в последнее время история. Дочь сначала стала бороться против нового увлечения матери за сохранение семьи, но в итоге, по замыслу режиссера, этот ребенок делает вывод: «Я не буду мешать их отношениям, потому что я поняла, что моя мама имеет право на счастье». Женщина борется за то, чтобы быть счастливой, и ребенок ее поддерживает. А что при этом будет с отцом, остается непонятно. Два человека жаждут счастья, отбрасывая как ненужную вещь другого человека. Это и есть извращение цели, погоня за счастьем любой ценой. Подобная борьба ведет к наработке кармы человеком. Ведь что происходит при этом на самом деле с позиции высших? Они послали душу в жизнь для приобретения правильного опыта. Душа должна научиться выполнять божественные законы, так как их еще никто не отменял. Они отменены только в мирах тьмы. Это там можно бесконечно менять партнеров по браку, уничтожать их разными способами, когда они надоедают, и главным в жизни ставить собственное счастье и благополучие. Подчеркиваем, это эгоистичные цели, ведущие в систему темного иерарха. По указанному сценарию фильма происходит нарушение 4 и 10 заповеди Бога. Не прелюбодействуй, так как погоня за другим мужчиной приводит именно к этому, и не пожелай себе жены другого человека. А если женщина или мужчина, состояв в законном браке, начинает засматриваться на кого-то другого, то это уже нарушение божественных законов. Ибо Бог указывал в Евангелии: «Да прилепится жена к мужу». Мы не заботимся о точности воспроизведения этих текстов, а приводим их в основной смысл. Искажение целей человеком состоит в том, что в данном случае любовь к другому человеку становится искушением для женщины. За цель принимают искушение, соблазн. Женщина идет против божественного закона, потому что свое счастье ставит превыше всего. А это уже развитие эгоизма. Счастье – это удовольствие, которое она стремится достичь любыми путями. Это упоительное состояние блаженства, к которому стремится ее душа. И одновременно это иллюзорная цель, которая увлекает человека на путь соблазна, но не на путь высокого совершенствования. На самом же деле это обычная погоня человека за удовольствиями. Только теперь он пытается прикрыться какими-то светлыми идеалами высокой любви. А высокая любовь всеобъемлюща, и она подразумевает любовь к любому партнеру и существу. Любить – это значит не причинять любимому боль и страдания. А когда бросают одного ради любви к другому, это правонарушение не просто общественных норм построения и развития семьи, но нарушение божественных основ воспитания личности. Так некоторые в поисках настоящей любви бросают десятки женщин и, наконец, якобы находят. Но под текстом таких действий является внутренняя развращенность или недостаток в высоких качествах, стремление к обновлению своих удовольствий в лице нового партнера, так как старый партнер быстро надоедает или по сравнению с другим кажется скучным, неинтересным. К тому же не надо забывать о том, что в погоне за иллюзией счастья человек не строит свою матрицу так, как это нужно высшим положительной системы. Он начинает строить в себе отрицательные качества, угодные темному иерарху, так как ему постоянно приходится кого-то обманывать, нарушать моральные нормы, изворачиваться и так далее. Так что погоня за личным счастьем в лице нового любимого в данной жизни в итоге оборачивается тяжелыми кармическими последствиями в следующем воплощении.
в итоге может обернуться тяжелыми последствиями в следующей жизни. Но возмущенный читатель скажет: а как же быть со счастьем? Или его следует вычеркнуть из жизни? Если жаждешь счастья, добейся, чтобы оно было у тебя в семье, и им наслаждался каждый член твоего законного коллектива. Это будет счастье, заслуженное, построенное самим тобой. А когда человек добивается его за счет каких-то разрушений в своей или чужой семье, то в будущем его ждут удары судьбы, глубокое разочарование, а счастье вновь превратится в призрачный мираж. То есть никогда нельзя добиваться личного счастья за счет несчастья других или причинения кому-то боли и страданий. Это все порождает разорение, а также его самого могут убить, уничтожить теми же способами, которые он применил в отношении кого-то другого. Также бытовую карму порождают обычные драки между знакомыми, друзьями, соседями, с которыми человека не связывают деловые отношения. Если же человек связан с другим деловыми, производственными отношениями, то есть такими взаимодействиями, которые выводят его на связь с множеством других людей, создающих общественные коалиции, то такие отношения будут социальными, а нарушение их приведет к появлению социальной кармы. Обычные драки, оскорбления, ругань, подстраивание всяких подлостей и пакостей друг другу, интриги – это те действия, которые порождают аналогичные действия по отношению к лицу их осуществившему. Побил кого-то – и тебя побьют. Поругал кого-то – и тебя отругают с той же степенью силы или даже более. Но это будет повторяться не один раз, а до тех пор, пока низкий человек не осознает, что поднимать бурю из-за пустяка не следует, и что надо находить другие способы взаимодействия с людьми, и пока он не поймет, что абсолютно все вопросы разногласия можно решать мирным путем. Поступки человека оцениваются по-разному самими людьми и высшими учителями. Причина разной оценки кроется в недостаточно высокой нравственности общества, которое в угоду своим корыстным интересам пытается подтасовать нормы поведения, понизить их, подстроить под свои понятия. Этим они запутывают многие слои населения, сея безнравственность. Но карма неумолима. Что прощают люди друг другу, не прощает карма. У нее свои цели – воспитать человека высоконравственным, а следовательно безгрешным. Через кармические последствия высшие добиваются развития сознательности человека, понимания своих и чужих поступков. Кроме того, высшие учителя через карму добиваются понимания другого человека, попавшего в беду, учат душу сопереживать, а также заставляют ее возвращать свои долги другим. С технической стороны, высшие с помощью кармы строят ячейки матрицы каждого человека так, как это положено по его уровню развития.